Всех приветствую. С 20 января биткоин находится в своеобразном таком боковике. Ничего особенного в плане изменения цены биткоина не произошло. Пробивали канал как вниз, так и вверх. А сейчас давайте посмотрим, что на данный момент происходит на графиках криптовалют на биткоине, на эфириуме. И затронем еще парочку альткоинов. Начнем с того, что вышли обновленные показатели Google Search, Google трендов. И на начало февраля, после бычьего января, интерес к биткоину так и не появился. О чем нам это говорит? О том, что рост дальнейший также по-прежнему возможен. И не просто возможен. Он у нас может длиться до тех пор, пока мы не нарисуем вот такой практически вертикальный рост, как это было в 2017 году, как это было в 2020 году на Google трендах. Пока каждая бабулька на скамейке не начнет говорить о битховене. Возможность дальнейшего роста подтверждает и индекс страха и жадности. На данный момент цифра 54, мы снова вернулись в нейтральную зону. Даже на уровне жадности мы не можем задержаться надолго. Отчасти такая ситуация, потому что многие ждут дальнейшего пролива, те, кто не закупились, когда была такая возможность. Но и чисто технически из-за всяких дивергенций график не выглядит на то, чтобы расти прям безоткатно. Всегда нужна коррекция, однако рынок их на бычьем тренде часто глубокими не дает. Также хочу порекомендовать вам отличную криптобиржу BinX. У нее сингапурская юрисдикция и нет обязательного прохождения KYC. То есть не нужно подтверждать свою личность документами, что особенно важно для трейдеров из России и Беларуси. Санкции там вас не достанут. Кроме спотовой и фьючерсной торговли криптовалютами с плечом до 125-го, на BinX можно торговать также и Форекс. Это различные валютные пары, также доступны индексы. Самые популярные из них это S&P 500, NASDAQ, Dow Jones. Также есть возможность торговли товарами, к примеру, нефтью, золотом и природным газом. Еще одной интересной особенностью биржи является копи-трейдинг. Если вы не уверены, что сможете самостоятельно торговать, то можно просто выбрать трейдера из списка на платформе, и его сделки будут автоматически копироваться у вас. Ну или если вы гуру трейдинга, то можете сами стать тем, кого будут копировать, и дополнительно зарабатывать еще и на этом. А теперь скажу пару слов о бонусах для тех, кто зарегистрируется по ссылке. В описании будет уникальный кэшбэк в 25% на торговую комиссию на целых 90 дней. Регистрируйтесь по ссылке в описании и торгуйте на бирже BinX. На текущей неделе стоит отметить два важных события. Во-первых, во вторник, 7 февраля, выступление главы ФРС Джерома Пауэлла. Возможно, он ничего и не скажет о изменении процентной ставки, но все-таки его риторику полезно будет послушать, полезно узнать, что он хочет именно донести. Ну и в четверг, как обычно, число первичных заявок на получение пособия по безработице. Теперь посмотрим, что у нас происходит на графиках, в первую очередь биткоина. И здесь мы по-прежнему находимся в завершающей стадии предположительно третьей волны. Если переключиться на четверку, мы давно уже здесь видим, как понижаются объемы, как снижается показатель индикатора, и все больше и больше напрашивается более глубокая коррекция. Однако, как мы видим, начиная с конца прошлого года, после роста глубоких коррекций мы не наблюдаем. Вот и сейчас мы видим, как индикатор разгружается, а цена вниз не уходит. Поэтому на данный момент, если бы я практиковал шортовую торговлю, я бы от нее отказался и торговал только в лонг. Но мне легче, я и так всегда торгую только от лонга на споте. Поэтому на данный момент все свои лонговые позиции я держу. Даже если мы прольемся, продавать я их не планирую, потому что в долгосроке здесь напрашивается хороший рост. Однако же давайте вернемся на 4 часа и повторю, что здесь для меня в приоритете. Глобальный разворот, дно медвежьего рынка в ноябре 2022 года, волна 1-2, завершение волны 3. Сейчас мы находимся либо в боковой коррекции, либо прольемся еще ниже в рамках четвертой волны и еще дорисуем одну волну 5. Затем продемонстрируем более серьезную коррекцию в предположительно четвертой волне. На данный момент верхняя грань расчетной зоны, оптимальной для коррекции вот в этой четверке, у нас находится на уровне примерно в 21 200. Нижний уровень примерно на 19 350. Переходим на эфириум. Здесь у нас похожая ситуация. Единственное, на глобальной разволновке мы не от самого дна начали рисовать этот импульс, а уже предположительно это импульс 1 в рамках волны 3 более старшего порядка. Но давайте перейдем на 4 часа. И здесь аналогичная же ситуация, как и на битке. 1, 2, 3. Уперлись
сильный уровень сопротивления, который у нас сформировался на истории достаточно давно. Сейчас от него либо мы скорректируемся в рамках четвертой волны, либо в боковом движении разгрузим все эти индикаторы и именно так поставим четвертую волну, затем пойдем в пятую, дальше наверх. Верхняя грань оптимальной зоны для коррекции в волне, предположительно 4 на эфириуме у нас на 1500, нижняя грань на 1360. Нужно еще посмотреть индекс доллара. Здесь, как и предполагалось, мы показали рост и остановились на вот этом уровне сопротивления на значениях примерно 103-104. Далее с большей вероятностью здесь возможен разворот и дальнейшее снижение индекса доллара, то есть его ослабление. Перерисовывать ничего не буду, здесь также все по прогнозу. В комментариях попросили глянуть Шибу. Сам я этих собачек держу, неплохо прокатился на них в 2021 году на хорошем росте. И сейчас цена также находится вблизи дна, показываем рост от хорошего уровня поддержки. И что здесь важно? Да, были вот эти вот отскоки, и каждый раз мы снова уходили вниз. Но чем данная ситуация кардинально отличается от предыдущих? Это можно увидеть, если перейти, например, на недельку, недельный таймфрейм. И здесь у нас сформирована 200-я скользящая средняя. После начала ее формирования мы никогда ее не пробивали снизу вверх, и сейчас это произошло. На вот этих вот отскоках в 2022 году мы не добивали до скользяшки, а сейчас мы не просто добили, мы на объемах пробили ее и закрепились выше. И сейчас торгуемся по-прежнему на этой неделе выше 200-ки на недельке. Это хороший сигнал, и он говорит уж точно не о том, чтобы здесь продаваться. Я собачек держу, я собачек буду держать еще повыше. Важно здесь увидеть вот этот перехай. Важно пройти цене выше 1800. Тогда мы сломаем нисходящий тренд. Нисходящий тренд это у нас что? Понижающиеся минимумы, понижающиеся максимумы. Минимумы у нас изменились, теперь они выше предыдущих. Однако максимумы, да, вот этот перебили, уже можно, конечно же, притянуть, что якобы тренд сменился, но важно сменить именно тренд, пробив вот этот пик на 1800. Собачки выглядят неплохо, работа разработчиков ведется, игры запускаются, какие-то кафешки открываются, метавселенные и все такое. Но важно, что и на графике возможный разворот также подтверждается. В общем, по Shiba Inu я бы здесь монету держал и дальше, что в принципе и буду делать. И еще один вопрос в комментариях, который я не могу не осветить в данном выпуске. Это вопрос о том, чтобы у человека есть Ethereum Classic и Solana. И вопрос был, стоит ли из Ethereum Classic переливаться в Solana. Если просто эти два графика отдельно смотреть, то вот у нас Ethereum Classic, здесь предположительно у нас прошел импульс, и сейчас коррекция. Импульс прошел на объемах. Если не было эфириума Classic, можно было бы его здесь даже прикупить со стопом вот сюда за основание импульса, примерно на 12 баксов поставить стоп. Если же Ethereum Classic уже в наличии, то я бы его просто держал. Теперь давайте посмотрим отдельно Solana. И здесь предположительно глобальный импульс закончился. Находимся в стадии завершения волны 2. И если перейти на 4 часа, здесь также просматривается импульсное движение. В последний раз, когда я смотрел данный график Solana, говорил, что можно будет купить на откате. Откаты не дали для покупки, но ушли в боковую коррекцию. Поэтому, чтобы Solana не улетела без нас, так сказать, стоп по-прежнему справедливый на предыдущих значениях, то есть это за минимумом примерно на 7,7 баксов. А что касается покупок, можно взять из текущих и на откате также оставить тезера для того, чтобы докупить и внизу. Здесь также перспектива на рост достаточно хорошая. Теперь к вопросу, стоит ли переливаться из эфириума в Solana, я бы сказал, что нет. И главная причина здесь в том, что когда вы покупали монету, у вас, скорее всего, должен был быть план, что вы будете делать. Когда вошли, где стоп, где выход. А вот так вот метаться с одной монеты в другую, пытаясь урвать тут процент, там процент, мне кажется, вы обманете сами себя. Это как в супермаркете бегать из одной очереди в другую, экономя 2 минуты, и в итоге, как это часто бывает, простоите еще дольше. Если же вам нужна Solana, торгуйте ее по своей стратегии. Если же у вас уже куплен Ethereum Classic, я бы его держал и выходил тогда, когда и планировалось. Либо по тейк-профиту, либо по стопу, либо по трейлинг-стопу. Но никак не бегал бы из монеты в монету. Если вы здесь видите какие-то факторы, либо сработал какой-то триггер на то, что позиция должна закрыться, пускай она закрывается. Но не ради того, чтобы перелиться в Solana, а просто в рамках торгового плана. И потом уже, возможно, можно поторговать в Solana. Solana тоже неплохо выглядит. Но еще раз напомню, на всех монетах, в том числе и на биткоине, и на альтах, в том же классике и Solana напрашивается коррекция. На Solana это ярко видно на дневном графике. Мы пришли в 200-ку скользящую,
уперлись в нее и нашли здесь неплохой уровень сопротивления, после которого нужна либо проторговка, боковая коррекция, либо более глубокая на более сильное снижение в рамках волны 2. Затем глобально здесь также более вероятно лонги. На этом сегодня все. Подписывайтесь на канал, на Telegram, регистрируйтесь на бирже BinX в описании по ссылке. Всем удачной торговли и счастливо!